говорили о привязанности. Remember, we talked about the 3 principles. Мы говорили о 3 основополагающих принципах. And every principle has 2 strategies. И у каждого из принципов 2 стратегии достижения. Today we talked about empowering. Сегодня мы говорили о поддержке. And we talked about empowering the kids to control, to understand and regulate their internal lives. Одна из вещей, в чем мы хотим научить своих детей, как саморегулировать, самообладание обрести детям, как научиться распознавать, что у них внутри происходит. And we talked about how to empower them with their environmental external world through their transitions. И вторая часть, как им научиться обрести самообладание со внешним миром. So now we're going to return back to connecting. Сейчас мы в чем-то вернемся к установлению связей. Yesterday we talked about connecting through the nonverbal strategies. Вчера мы говорили о том, как устанавливать эмоциональную связь с помощью невербальных средств. But we also talked about an important part in connecting is knowing our stuff. Но также, хоть я говорила вам про самоосознание, что важно, что мы привносим в воспитание детей. Okay. So we're going to start that today. We have a little bit of time, and Olga wants us to use our time very wisely. И поскольку у нас остался сегодня еще час, нужно с мудростью с этим часом распорядиться. So we're going to start this part tonight, and we're going to finish it throughout at least the half of the day tomorrow. И мы сегодня начнем эту тему, завтра мы практически весь день до обеда будем заниматься этой же темой. Okay, so we're just going to start on understanding our own histories. Как нам понять свое прошлое и принять его? Okay, so we talked about the attachment cycle. Вот мы говорили про цикл привязанности. And we all come to adulthood with our own attachment cycle. И каждый из нас имеет определенный стиль привязанности, который мы привнесли из детства. So first we're going to look at attachment characteristics. There are 4 attachment styles for infants. Сначала мы посмотрим на младенческую привязанность, как формируется привязанность у младенцев, и их 4 разных типа привязанности. Tomorrow we'll look at how those strategies translate into adult strategies. А завтра мы посмотрим о том, как это младенческий стиль привязанности сохраняется на протяжении взрослой жизни человека. Okay, so when we look at attachment styles, there is an experiment called the strange situation. Есть один эксперимент, который был поставлен для изучения этого феномена привязанности у младенцев. И он называется «Странная ситуация». And I'm going to explain the experiment, and then we're going to watch some clips. И я вам сначала объясню суть эксперимента, а потом мы посмотрим эксперимент, как он был сделан на видеозаписи. I think you have this На странице chart. 16 у вас есть таблица. Okay. Это вторая страница 16, простите, да. Okay, so what this experiment is a mother and a baby come into a room, just a room like this. Мама со своим младенцем, они заходят в комнату. And the mother is instructed to just let the child play by themselves. И маме даны инструкции, что она не должна играть с ребенком, она должна позволить ребенку играть самостоятельно с игрушками. And at a certain point in time, she leaves. И в какой-то момент времени она должна незаметно удалиться. So the first important moment that you want to look at is how does the baby respond when the mother leaves. И поэтому первую вещь, на которую я хочу, чтобы вы обратили внимание, как ведет себя ребенок, когда мама покидает комнату. All of these babies are 12 months old. Дети все в возрасте 12 месяцев, то есть им год, они годовалые. Our attachment style is already developed by the time we are 12 to 14 months old. Стиль привязанности формируется примерно к 12 или максимум 14 месяцам. So the mother leaves, we see how the baby responds. Мама выходит из комнаты, наблюдает за тем, как ведет себя ребенок. A stranger comes in. В какой-то момент незнакомый человек заходит в комнату. And we want to see how does the baby respond to the stranger.
Обратите внимание, как ребенок реагирует на незнакомого человека. And after a few minutes, the stranger leaves and the mother returns. Через несколько минут незнакомый человек выходит из комнаты, возвращается мама. And the mother is instructed, there's a line, you'll see she's instructed not to pass this line. И когда мама заходит в комнату, на полу начерчена линия, за которую ей нельзя переходить. Вы увидите эту линию, и она должна остановиться у этой линии. And wait to see how the baby responds. И она должна наблюдать за реакцией своего ребенка. And then she can go back and put the baby back to independent play. И после того, как вы увидите, как ребенок реагирует, мама может подойти к ребенку и уже с ним продолжать занятия вместе. Okay, so I just want one other thing. This experiment has been done for over 50 years. Этот эксперимент начали проводить примерно 50 лет тому назад. Many different countries, Во многих странах мира, many different researchers, разными исследователями. and the results are exactly the same. И самое удивительное, что результаты совершенно идентичны. Okay, so we'll look at this clip. Давайте посмотрим на этот Are видеозапись. there any lights? А можно выключить свет? Спасибо большое, Максим. Oh, we need sound. Простите, звук у вас будет через микрофон. Простите, сейчас она нажала кнопку. Вам слышно, как ребенок плачет? Okay, so what did you notice? Что вы заметили? Ну что вы заметили? Она плакала даже, когда ее чужой утешал, и перестала плакать, когда вернулся мать. Да. Okay, so how did she respond when mother cried? Yeah, when mother Когда left. мама Thank you. ушла, как девочка отреагировала? Заревела. Голос
Голос свой показала, позвала. Okay. So, and she was not comforted by the stranger, was she? Незнакомый человек не смог ее утешить. Okay. I don't know if you noticed when she stopped crying. Как вы помните, когда она перестала плакать? А как только дверь стала открываться, она услышала звук. Yes. How quickly was she comforted? То есть как быстро она успокоилась? Почти сразу, как только увидела зрением. Она моментально успокоилась. Okay. So the mother's presence was enough to comfort her. Просто маминого присутствия было достаточно для того, чтобы девочка успокоилась. This is a secure attachment. И это надежный тип привязанности. This is a baby who knows that when she cries, her mother is going to meet her needs. Это ребенок, который знает, что когда я плачу, моя мама удовлетворит мою нужду. In an adequate way, a quick way, a predictable way, a warm way. И нужда будет удовлетворена адекватно, быстро, последовательно. Okay? She cannot be comforted without her mother. И ей нужна мама для того, чтобы успокоиться. So her strategy for life and relationships is when she is stressed, get to mom and everything will be okay. То есть какая у нее стратегия по жизни вырабатывается? То есть когда у меня проблема, мне нужно искать маму, я нашла маму, и я пошла к маме, и я решу свою проблему с мамой. Мама решит мою проблему. Okay? Mother is her safe place. То есть мама — это вот место безопасное для нее. That is a secure attachment. Это надежная, безопасная привязанность. So in a typical population, more than 50% of people are securely attached. В среднем порядка 50% людей имеют надежный тип привязанности. And these are kids that grow up to learn to trust people and to have other relationships. Это люди, дети, которые вырастают с возможностью развивать взаимоотношения, и они умеют доверять людям. Okay, and these are kids that are very capable of learning. They're calm inside, so they're able to learn. Это дети внутренне, обычно спокойные, поэтому они могут учиться. Okay, here's the next situation. Вот следующая ситуация.
Okay. How many of you would rather raise this child than the first one? Если выбирать между первым ребенком или вторым, вы какого выбрали бы? How many would rather raise this one? Кто бы хотел второго ребенка получить, спокойного? Okay. How many think this child was healthier? Кто, вот кому кажется, что он более здоровый ребенок? Okay. Usually people think that this is a healthier Знаете, child. большинство людей хотело бы таких детей себе иметь. These are kids that are very independent, they're very calm. Это дети независимые, они спокойные, самостоятельные. And in a lot of cultures, kids are raised to be independent, И во многих культурах это считается самым большим достоинством. right? This is how most Germans look, Например, большинство детей в Германии, вот это такие дети. okay? How did this child respond when the mother left? Какая была реакция у ребенка, когда мама вышла из комнаты? Да до этого же сидела один и мой такой. Ну, заметила, что мамы нет. Ну, как будто это не в первый раз. She noticed, but Yeah. not really. Not really. Okay, when they came back, do you remember, did the mother talk to the baby at all when he was playing after she came back? Вот мама зашла в комнату, она как-то обратилась к ребенку, она разговаривала с ним? No. Нет. The first mother, could you hear it talk to А the первая baby? мама, вы слышали, как она сразу начала разговаривать с ребенком? Да? Okay. There's much less emotional connection between the mother and the kids. Во втором случае очень мало эмоциональной связи между ребенком и мамой. So this is the second type of attachment that is called anxious avoidant. И этот стиль привязанности называется тревожно-избегающий. And this is an attachment that is developed when caregivers do not respond to their children in an emotional way. И именно такой стиль привязанности формируется, если взрослый не обращает внимания на эмоциональные нужды ребенка. Okay, so this was my style of attachment. Вот, например, это был мой стиль привязанности в детстве. My mother was German, У меня мама немка, and she raised us to be very independent. и ее цель была воспитать самодостаточные личности. When I was growing up in America, the theory was that parents raised their kids in playpens. Например, когда я росла, в детстве моем, было принято, что детей нужно воспитывать в манеже. So we were alone, И мы все время были наедине. and there wasn't much emotional connection. И у нас не было никакой эмоциональной связи. I'm not saying that these are bad mothers. Я не говорю, что это плохие мамы. My mother was a wonderful mother. Моя мама была замечательнейшая мамочка. She met all of my needs, Она удовлетворяла все мои нужды, except for emotionally. кроме эмоциональных. Because she was not raised with someone meeting her emotional needs. Потому что когда она росла, она никогда не видела, чтобы удовлетворялись ее эмоциональные нужды. Okay? So this is not about us bashing mothers. И смысл не в том, чтобы сейчас пристыдить наших мам и сказать, как же так, а? This is about us understanding them and understanding ourselves. Очень важно, чтобы мы поняли как себя, так и своих родителей. And an emotional component is very important. И так важен вот этот эмоциональный компонент во взаимодействии, в взаимоотношениях ребенка и мамы. So when a child does not receive this emotional connection, И когда не установлена эмоциональная связь с ребенком, you can see that there is much less connection, то есть, в принципе, связи-то практически и нет между мамой и ребенком. right? Правда же? Okay? So this child at 12 months of age has learned they're not going to get comforted by their mother. Что усвоил ребенок вот к своему 12-месячному возрасту? Что утешение от мамы в любом случае не придет. So their strategy has become you're on your own. И поэтому какой у них подход к жизни? Я сам по себе. Figure it out. То есть я что-нибудь придумаю. And so these kids play very quietly with their toys.
И обычно такие дети сами тихонечко играют со своими игрушками. And toys and objects become much more important than relationships. Таким образом, они усваивают урок, что предметы и игрушки намного важнее, чем люди. Because relationships do not comfort me. Потому что во взаимоотношениях я ни разу не испытывала утешения. The toys will comfort me. Меня утешает, когда я играю с игрушками. So another very important moment is when these kids are done with this experiment and they go out of the room, the researchers take their diapers. После завершения эксперимента, когда ребенок уходит уже с мамой, забирают у них подгузник и из него выжимают мочу. Ну, исследователи. That's okay. Это нормально. And when they take their urine, they measure it, all the brain chemistry, they measure all the neurotransmitters. И они могут оценить биохимический состав по моче того, что происходило в теле и в частности в мозгу. Remember we talked about the stress hormone cortisol? Помните, мы говорили о кортизоле, о гормоне стресса. Okay. This baby's cortisol is way elevated in front and more than the first baby. По сравнению с первым ребенком, у второго ребенка был намного выше уровень кортизола в моче. You can't imagine it by just looking at this little guy. Глядя на этого малыша, трудно сказать, что он там что-то переживает, у него стресс какой-то внутри. But inside his body is really stressed. Но внутри организм переживает огромнейший стресс. He is a baby, he's left alone. How could he not be stressed? Он младенец, которого оставили одного. Как у него не может быть стресса? By 12 months, he has already learned to internalize that stress. К 12 месяцам он научился скрывать стресс, который испытывает. К 12 месяцам. Okay. The first one is much healthier. She has learned her voice matters. Девочка в первой ситуации, она знает, что ее голос важен для кого-то. And so she cries and her mother's going to meet her needs. Она плачет, потому что она знает, что мама сейчас придет и удовлетворит ее нужду. So her cortisol level looks like the triangle that we did. It really shoots up. Mom comes and it comes down immediately. Ее уровень кортизола временно на пик пошел, потом на спад и пришел в норму. The little boy's was way elevated. А у мальчика изначально был повышенный уровень кортизола, и он чуть-чуть поднялся, потом чуть-чуть снизился, но не до минимума. Okay. All right, let's look at the next one. Давайте посмотрим следующий. А что же лучше, мальчик или девочка тогда? Сейчас еще будет по поводу. No, Вообще absolutely не not. важно, проводили с мальчиками и с девочками в разных странах, это не важно. Okay, one moment that's very important in this next clip. Очень важно в этом следующем клипе. Okay, try to pay attention to two really specific things with this mother. С этой мамой обратите внимание на две конкретные вещи, которые она делает. I hope you can hear it. I'm going to put my microphone really Я надеюсь, close. что вы сможете услышать, что она говорит. So when she leaves, she's going to leave the room. То есть она собирается выходить из комнаты. She's getting ready to leave and she says, "Come here, baby." Она, уходя из комнаты, говорит ребенку: иди ко мне. И And shuts the уходит. door. И закрывает дверь. Okay, that's the first moment. Это первый момент. The second moment is pay attention to how she tries to comfort the baby. А потом обратите внимание, как она пытается утешить ребенка. Что она делает, пытаясь утешить ребенка. Oh, wrong one. Sorry. Сейчас, простите, не тот. Сейчас он как-то включится. Может быть. Вот. Я вернусь. Я вернусь. Ты иди сюда. Иди сюда.
How many of you, your cortisol level was raised watching this? У кого уровень кортизола поднялся просто от просмотра этого? It's very difficult. Это вообще выводит из себя. Okay, so what did you notice? Did you catch the mother saying, come here? Вы слышали, да, как мама там говорит, пойдем ко мне, и уходит, закрывает дверь за собой. What do you think the baby, how does she make sense of that? То есть как ребенку понять, ему надо идти или ему нужно оставаться на месте, если дверь закрывается? Okay, so this is the attachment style that is called ambivalent. И это стиль привязанности называется амбивалентный или двойственный, двоякий. Okay, so this is a style of attachment that is developed when mothers are either unpredictable or not caretaking in an adequate way. Такой стиль привязанности формируется у ребенка, если мама недостаточно адекватно реагирует на нужду или непредсказуемо реагирует на нужду. Okay, so was this mother warm? То есть вы почувствовали теплоту от этой мамочки? Заботливость? I thought she was very warm. Мне показалось, что она очень заботливая. She talked to the child when the Она child же was there. разговаривала с ребенком, когда она пыталась ему She прижать hugged к the себе. baby. She was very concerned. She was saying, "Oh, I'm so sorry that I Она на left самом деле you." переживала, она говорила, прости, мне жаль, что я уходила. So this is a warm mother. То есть она с огромнейшей теплотой относится к ребенку, к своему. My guess is she may be a single mother, Я бы подумала, что она мама-одиночка. but there were a couple of things that said to me she might need to learn some parenting skills. Или, может быть, ее никогда не научили, как быть мамой, то есть у нее элементарных навыков просто нет. So when, you don't say, "Come here, baby," and then leave and slam the door. То есть обычно детям не говорят, иди со мной, а потом перед носом закрывают дверь. То есть, обычно так не делают. What did you notice about when she was holding the baby and trying to comfort her? Помните, когда ребенок плакал, и она взяла на руки и пыталась утешить, что она делала? По спине. Она била по спине, да? Did it seem comforting to you? Как вы думаете, утешают ли такие прикосновения? It was a little bit too hard. Слегка так сильновато она его колотила-то. Okay, so this is very often the kind of attachment that we see when kids do have single mothers. Очень часто именно такой стиль привязанности формируется у детей, у которых мама-одиночка или один родитель. Or if they're a lot of times in a детский дом, or not a детский дом, the play, yeah, when they're Дом ребенка. Left for just like a for the week. day, just for the day. Или в детском саду, когда на целый день, с утра до вечера. Yeah, because the babies aren't sure, their care is not predictable. То есть ребенок не уверен, как будет удовлетворена его нужда. Она непредсказуемо удовлетворяется. So for single mothers, they don't have the energy to give all this emotional care to their babies during the week. Скажем, мама-одиночка, которая работает, ребенка сдает в детский садик на день, она работает целый день, она пришла вечером, у нее просто сил нет на какую-то эмоциональную близость с ребенком. Она отработала целый день, ей нужно еще что-то делать. Okay. So she can be a very warm, kind mother. She just doesn't have the emotional energy during the week. То есть, может быть, она очень теплый, заботливый человек, просто у нее сил не хватает в течение недели, чтобы это ни было предложить ребенку. And so on the weekends, when she doesn't have any work, she gives her energy to her kids. Зато на выходных, когда она не работает, у нее огромное количество сил, энергии, и она заботится о ребенке. И отдает ему все свое внимание. Or the same thing with kids in детский сад. All day long, they're not being cared for by one, it's not one-on-one. То есть то же самое в детском садике происходит, когда мы отдаем ребенка, их группа, и один на один нет внимания или удовлетворения нужды. But when they come home, then it's one-on-one. Когда они приходят домой, особенно если это единственный ребенок в семье, то все внимание сосредоточено на нем. So their care is not predictable. Поэтому они, в принципе, не могут предсказать, а как они будут заботиться. Okay? So was this child comforted easily? Легко ли было утешить этого ребенка? Нет. Even by the mother?
Даже мама не могла утешить его сразу. Okay? So the strategy that these kids develop is to cry long and hard in order to be the center of attention. То есть и стратегия ребенка этого: я буду плакать долго и сильно и громко, чтобы внимание было привлечено и не уходило от меня. So I don't know if you remember when the mother came back in this third clip. Я не помню, не знаю, помните ли вы, когда мама вернулась? The baby, the first thing she did, do you remember what she did when the mother first came back? Что сделала эта девочка, когда мама вернулась? Вы помните? Пошла, она побежала. She cried really hard. She screamed. Она в этот момент заверещала со всех сил. В момент, когда мама пришла. And then she walked. И только после этого она пошла к маме. Okay? So she was ambivalent. I am so mad, but I need you. То есть она сама решить не может. Она вроде и злится на маму, а вроде и нуждается в ней одновременно. Okay? And also, I don't know if you noticed, there's very small nuances. When the mother tried to kiss her, she backed up. То есть когда мама попробовала ее поцеловать, она от нее стала отталкиваться. Okay? These babies have much more stiff bodies. У этих детей как будто каменное тело. So if you remember, you all pointed out in the very first clip how the first baby, as soon as mother came, she put her hands in her hair. То есть вы все обратили внимание, что девочка запустила сразу свою ручонку в волосы мамины и вцепилась в них. Their bodies are like... То есть они постоянно соприкасаются телами. Девочка хочет прямо быть поближе к маме. They're like, they mold into each То есть other. они как будто бы друг в друга переходят. Okay? This baby is the mother's holding it and it's stiff. То есть мама тут пытается прижать ребенка к себе, а ребенок прям отталкивается от нее. The stranger tried to put her down on the floor and her legs were stiff. То есть когда незнакомая девушка пыталась посадить ее на землю, она не могла посадить, потому что у нее ноги как будто свело. У нее прямые ноги, она не может их согнуть. Okay? So again, the key issue here is that the caretakers are either not predictable or adequate. И проблема в том, что забота оказывается либо неадекватна, либо непредсказуема. So, secure attachment, the first one. Итак, первый ребенок со здоровой, надежной типа привязанности. Their strategy when they are stressed is get to mom and everything is okay. Итак, ребенок со здоровым типом привязанности, его стратегия по жизни. Мне нужно к маме, и она решит мои проблемы. The second one, whose mother was not emotionally connected. У второго ребенка, у которого с мамой нет эмоциональной связи, their strategy is you're on your own, figure it out. То есть его стратегия: я сам должен понять, что мне делать. And it's usually toys, not other people. И обычно их не привлекают другие люди, это игрушки. Как они утешаются? The third one is ambivalent. Третье — это двоякое, двойственное. When there's not predictability or adequate care. Если нет достаточно предсказуемости или неадекватная забота. And their strategy is cry long and hard. Somehow get in the middle of attention so your caretaker will pay attention to you. Их стратегия такая: если я буду орать долго, то кто-нибудь придет и что-нибудь сделает. Okay? То есть надежда у них еще сохраняется, да? Он еще Yeah. надеется. Да, Не конечно. может понять, злиться или нужна, но надеется. Right. Да. Right. And so yes, and so they still hope and they will cry very long and eventually they will get care. То есть они знают, что если они достаточно долго будут кричать, то кто-то придет на помощь. У них надежда есть. Yeah, all three of these have strategies. У каждого типа привязанности есть определенная стратегия, план действий. There's one more strategy. Есть еще один тип привязанности. Okay, and this one is most of the kids that come out of orphanages or that are raised in foster care, 85% of them have this next И strategy. примерно 85% детей, которые воспитывались в детских домах или в приемных семьях, имеют именно четвертый стиль привязанности. Okay, and this one is called disorganized. И он называется дезорганизованная. And it's called disorganized because these kids don't have a strategy. И дезорганизованная, потому что у этого ребенка нет определенного плана действий. Okay?
So they have either not had their needs met at all or very little, И есть два варианта. Либо их нужды не удовлетворялись совсем, или недостаточно удовлетворялись, or their caretaker was the source of their threat. или второй вариант, что взрослый, который заботился об этом ребенке, является источником угрозы. Okay. We're wired as human beings so that when we are under stress or threatened, that we go to our caretaker. То есть мы так созданы, что когда у нас стрессовая ситуация, нам нужна помощь, мы идем к тому, кто сейчас ближе всего, да, кто о нас оказывает заботу. Okay. You can see this in the animal world as well. Но, кстати, в мире животных то же самое происходит. For most animals. В большинстве случаев, конечно. There's a threat and they run to the wings of their mother. То есть есть какая-то угроза, и утенок помчался к маме утки, чтобы она его защитила. Okay. But if you are threatened and you go to this person and they are the source of your threat, И предположим, некое происходит угрожающее событие, ты бежишь к тому, у кого ты хочешь получить защиту от этой угрозы, you don't а know what to этот do. человек сам тебе оказывает травматическое You воздействие, split. то у тебя мозг разъединяется, ты не знаешь, что тебе думать. You don't know where to go for comfort. То есть теперь ты не знаешь даже, куда обратиться за утешением. You don't know how to get your needs met. Ты не знаешь, где тебе искать утешение и удовлетворение нужд. You don't really have a strategy. У тебя нет никакого пути действия, способа действия. And so you sometimes will do this and you'll sometimes do that, but you don't really know what to do. Но на самом деле ты не знаешь, что делать. Ты попробуешь и то, и это. Okay, and this is 85% of the kids that we work with. И 85% детей из госучреждений именно с таким стилем привязанности. Okay. Does that make sense? Понятно? Можно уточнить? Вот по первому стилю действий, да, так скажем, то есть если он вырастает, то он всегда, грубо говоря, держится за мамину юбку, как у нас говорят, или как он себя ведет тогда? Come tomorrow. Приходите завтра. Это чудесный вопрос. We'll get there tomorrow. Завтра мы как раз доберемся, спойлера не будет. Okay? But what's very interesting is that these styles, again, these are very well set by the time we're 12 to 14 months old. Самое удивительное, что этот стиль привязанности формируется к годовалому возрасту. Now, usually, we're not like чистый one or the other. То есть никогда не бывает один стиль привязанности. Обычно это смесь. Not никогда. Sometimes. Oh, sorry. I'm sorry. I'm sorry, it was the negatives, and it's hard to catch. I'm sorry. I'm so sorry. Yeah, sometimes you're a connection of the two. То есть чаще всего это будет два стиля привязанности вместе. So I would like for you to just think about tonight, maybe where you came from. И мое домашнее задание каждому из вас: подумайте, какой стиль привязанности у вас. And I'll just say one hint about tomorrow. И один вот намек на завтрашний день, что мы будем делать завтра. So it's very possible for us to change and to grow and change our strategies. На самом деле возможно изменение стиля привязанности. And but if we're not aware of it and we don't intentionally change, it's difficult. Но единственная возможность — это когда мы осознанно меняем, когда мы осознаем, с чем мы пришли, и мы можем изменить его. Okay. So when you're thinking about this, you might think, wow, I think I grew up that way, but I'm not that way anymore. И, возможно, кто-то из себя узнает, что вот когда я помню себя, да, я рос, у меня был такой стиль привязанности, но сейчас у меня другой. That's very possible. И это возможно. So just think about a little bit of which one of these styles you relate to the most or a combination of them. И ваше домашнее задание — подумать о себе, вот к какому стилю привязанности у вас больше всего тенденция, или, может быть, два, которые наиболее характерны. Okay. Because again, who we are affects the way that we care for our kids. Очень важно осознавать,
кто мы такие, чтобы понять, как мы будем заботиться о детях. Okay. Хорошо? All right, so tomorrow, Olga, do you want to tell, we have one question first, yes. Вопрос. Я просто слышала такой термин синдром отсутствия привязанности. Вообще проблема детей из госучреждений, что у некоторых вообще она отсутствует. I would guess that it's, I would guess that that's the disorganized. На самом деле это является дезорганизованное, то есть у них нет определенного стиля привязанности, у них дезорганизованный он называется, этот стиль привязанности. And it could be that the therapists here use a different term. То есть, может быть, у нас другой термин просто в России используется, но просто на Западе это называется дезорганизованный стиль привязанности. The same thing. То есть это то же самое фактически. Ольга, может быть, вы расскажете, где у нас завтра будет проходить семинар? Да, давай. Я не знаю, так, наверное.